месяц просидел в одиночке. У нас вот пацанчик ходит, он с головой, с кукушкой вообще не дружит. Не, реально мы отрубил, я вам серьезно говорю. Так как я мясник, я знаю, где эти сухожилия где находятся, да и все. Война, бля. Столько детей убила, бля. Переехало 4 человек. На трехлетие перебегали дорогу, там песок такой, и он как, ну, где сказать, болотный. Он затягивает. Они перебегали после дождя, и их попадали туда, и бэха их не успел остановиться, переехал полностью. Такое себе. И что сделали? Ничего. Не, ну а с трупами хоть что сделали? Откопали, я их погрузил в мешки и обратно повезли на Луганск. Да и всё. Вначале закопали. Ну их же в песке замотало. Ну, их замотало в песке. Да. Потом Откопали. их откопали, отвезли на... Да, в мешки Ничего повезли такого, ну, трагического, ну что ты сделал? Не, а с водителем ни хера не сделали. Он застрелился тут же. Водитель сразу же застрелился? Через 10 Охренеть, минут. вы эту историю уже рассказывали кому-то? Да. А кому? Да, СБУшников. Да, Да нет, журналист. А я так про не, журналистов не, не. говорю. Ну, вы можете ее, да, рассказать нам? Ну, если лицо будет закрыто, то вопросов нет. Если лицо только будет закрыто? Да. Нет, смотрите, у нас добровольное общение. Мы журналисты. Мы как бы... Да, нам общаться- типа вообще не интересно, нам как бы не интересно поговорить для себя и не Ну, я интересно поговорить так, чтобы это никто не услышал. Мы не выведываем тайн никаких и, то есть, ну с нами если разговор, то он открытый типа разговор. Уже там Согласен. 350 человек. Я сейчас покажу, чтобы вы не думали, что вы первый Или последний. или последний. Смотрите. Уже этих интервью мы полковники и И генералы, и генералов адмиралы, не было, не пиздец. и адмиралы, и маршалы. Матросы были, летчики, ну то есть 350 интервью с первых дней войны мы берем по всем СИЗО, поэтому, то есть это добровольное общение, если вы не хотите общаться, то мы, Не, я ничего, без вопросов. ну, лицо мы не будем париться, то есть мы больше времени потратим на то, чтобы скрыть Ну да, ваше да. лицо, чем... Без вопросов, потому что она бессмысленная, эта война. нахуй. Нет, так, во-первых, война бессмысленная, а во-вторых, Всё это движение. разговор без подробностей бессмысленный. То есть, если, ну, опять какой-то... Бывает такое, что спрашиваешь человека, вы согласны с нами поговорить, поговорите? Да, вообще без вопросов, А он давайте опять начинает, поговорим. да? А он, нет, он не то, что он вообще ничего не говорит. Не, Типа- давайте поговорим. Что нам скрывать? Нам скрывать нечего. Так, ну, если в таком случае, тогда формальный вопрос. Вы даете согласие на запись Да, этого интервью? да, на полное. публикацию? Как вас зовут, фамилия? Руслан. Руслан Чаплей А отчество? Викторович. А какого года, числа рождения, дата? 25.09.77. И где вы родились? В Джанкое. В Крымская Джанкое область. родились, а проживали? В Луганске. В Луганске. И в какой-то вы части там служили или как? На юбилейном. А номер не знаете? 74 348. Вы призвались по контракту? Ну да, это еще в 18 году, потому что все обязаны были служить. Вот. А, у вас, подождите, а у вас разве призывной возраст? Нет, там без разницы. До 65 лет забирали в армию все равно. Контракт. С Контракт. 18 года уже это было, да? С Не, ну, 23, я с 23 февраля 18 понял. года. Хорошо, а далее, ну вот вы отслужили этот год, и что? Пошли? Ну что, а больше некуда идти было. Заводы все разбиты, реально зарплаты нет, ребенок маленький на руках. Вот и все. У вас ребенок маленький. Да-да. Сейчас дочке 7 лет, вот 8 лет будет, 16 сентября больше 8 лет уже. Первый класс пошла. И жена вас ждет, да? Дома Конечно. есть? И жена, и родители. И мама, родители папа, еще, да. И брат, и сестра, все. Понятно. И вы остались служить по контракту, Да, потому что уходишь как на работу. а вы говорите, что вот все разбито, ничего не работает. А с какого момента оно стало разбито и перестало что-то Это ночью с 15 года. Мы в 14 году уехали, жена у меня была на 8 месяце, когда все это началось в 14 году. В 14 году мы уехали, сейчас скажу, даже помню прекрасно, вот сегодня получается 20, мы уехали 20 августа. Мы уехали в Сватово, там я нашел работу в ЖКХ, работал. Мы пробыли там полгода, через полгода и уже переехали на Луганск, уже в 15 году. Мы Подождите, так Сватово это не оккупированная Не территория. оккупировано, нет. А почему вы там не остались? А с кем? Кому там оставаться? У меня дом был.
Ну, и есть уже дом. ну, в Мы Луганске. вернулись, да. Потому что дом без хозяина, собака осталась, хозяйство было. Ну, понятно, понятно. Жена тоже захотела домой уже это. Людей тянет домой, понятно, это же... Побыли мы месяц, да, что мы сейчас скажу, мы Новый год встретили, мы в ноябре приехали, встретили Новый год, и в январе мы уехали уже в Россию. И в России В России я устроился, у меня 15 лет стажа, я технолог механического забоя, ну, проработал на бойне. Там я устроился в Россоши, устроился на бойню в Старой Калитве. Год там работали, ну, то же самое, теща одна дома, с тестем, тесть больной. И так же самое, год побыли там, в Россоши, и вернулись обратно уже. И что, тоже не сильно хорошо в России было, получается, если вы вернулись обратно? Ну, снимали что дом, а получается, платили за дом 15 тысяч. А когда начали беженцы переезжать на Россию, начали цены подниматься. Вот с 15 до 30 тысяч. Я получал 60 тысяч, и шо его, ну, ни туда, ни сюда. А вы голосовали на референдуме? Нет, не за ходил. Вот этот вот? Не ходил я. Ни на референдум, ни в мэры, ни в президенты мы не ходили. Ну, есть у вас смысл вообще спрашивать, как вы относитесь к вот этим всем референдумам и к вообще Это, ну, бред. сепаратизму? Это бред все просто-напросто. Реальный бред. Как таковой. Даже в России, мы в Россию приезжали, на нас смотрели как на волков. Вот, грубо говоря, вот как волк в зоопарке ходит туда-сюда по клетке, так и нас смотрели. Ну, а кому вы там нужны? Ну, давайте то рассудим же здраво. самое, то же самое. Не, ну что значит то же самое? В Украине вы были полноценными, Нет, полноправными в Украине, да, гражданами до Украины России. я работал на приемке металлолома, я работал бригадиром. У нас на Тепличном, на поселке Тепличный, это где я живу. У нас была приемка металлолома, автокомплекс большой, я такой, фирма большущая. И перевозки все, и на Украину возили. Я зарабатывал около 6 тысяч в месяц, и мне хватало с головой, мы каждый год ездили на море. Поэтому жена не могла 10 лет забеременеть, мы сделали 2 операции с ней. За эти же деньги она тоже работала. И нормально все было. Потом, как снег на голову, началась вот эта война. Движняк вот этот весь начался. Ни на баррикады не ходили никуда, потому что ну и ни к чему. Кому надо было, кому хотелось подзаработать или что-то наворовать, тот и перся туда. Меня устраивало все прекрасно. Ну, а вот вы говорите, заводы там позакрывались, вот это вот все позакрывалось. А в связи с чем вот оно позакрывалось? Вот перед войной все начало закрываться. Когда Россия сунула пятак свой. Вот именно влезла Россия, вот в Луганскую область, я за Луганскую буду говорить. Вот влезла, начала закрываться. Первым делом закрылся завод УР, который производил паровозы. Паровозы, троллейбусы, трамваи, это вот. Первый УР закрылся, потом закрылся пивзавод, потом закрылся трубопрокатный завод, кирпичный завод закрылся. Моментально все. Ну, вы говорите, Россия всунула пятак, да? Ну, мы понимаем, что это так действительно и есть. Но, а что вы тогда нам можете рассказать про вот эти вот 8 лет, там, бомбили Донбасс, короче, как мы уже перефразировали. 8 лет бомбили Донбасс. Вот расскажите про это. Ну вот 8 лет, чтобы бомбили Донбасс, это было больше фейков, как говорится. Вот реальных, что его бомбили. Бомбили. Мы уже, я же говорю, мы уже сами это самое. Не, ну, по поводу фейков, да, есть же реальная статистика и есть реальные, во-первых, количество жертв, даже по отчетам самих луганских и донецких там временно вот этих вот непризнанных администраций или самопровозглашенных, постоянно падал уровень смертности. То есть к 2021 году уже вообще фактически не было никаких жертв. То есть вот, ну, России вторгнуться в 2022 году, чтобы именно там начать кого-то защищать, это только, знаете, такое впечатление, что не смотрели, что-то у них там все утихает. Пора защищать, потому что совсем утихнет, знаете, вот как-то. Дело в том, что последние 2 года все как-то уладилось устаканилось. Нет, даже последние 3 года. До 22-го, грубо говоря, с 19-го. Все как-то устаканилось. Сначала все потихонечку работать. Все расслабились, что все нормально, все хорошо, типа того, что... Ну, во-первых, с нашей стороны я точно знаю, что был вообще запрет на открытие огня и все такое прочее, под уголовной ответственностью. И насколько я понимаю, с вашей стороны, ну, насколько я слышу, тоже был такой запрет. Был, да, был. Вот так как я, допустим, мы ездили на боевые, вот мы на Пархоменко ездили, вот 2 месяца мы там, потом 2 месяца, ну, ротация была, вот каждые 2 месяца.
Была тишина, покой, допустим. Вот мы знали, кто вот за Донцом стоит. Они знают, что мы стоим. У них, допустим, сегодня ротация. Они, мы вот видим, мы их змеями называли. Вот огненная змея идет. Говорится, или дракон там, это потому что они ночью выходили, их видно было, фонари и все. Они уходят. Через 3 дня по договоренности мы уходим. Притом тогда на Пархоменко, вот это, и там вот Россия рядом была. Через 30 километров уже Россия. Если по Донцу спускаться, там, грубо говоря, граница. Вот туда ближе к Золотому, то тихо, то на тебе там пульнули. И такое ощущение, что или наши пуляют, или украинцы. Или украинцы пуляют. Ну, хотя ваши тоже украинцы, для нас. Хотя кто его знает, кто пуляет. А типа могло из России прилететь, да? Могло из России, Потому что очень реально, да, могло из России прилететь, вот реально, как таковой. Даже что-то у вас там сильно тихо, ребята, да? Да, бывало такое, что тишина, допустим, 2-3 месяца тишина, потом хопа начинается, тревога, все. Вот они подошли к границе, вот начинается движение. И это при том, что и как бы ваша сторона понимает, и наша сторона понимает, что реально никто никуда двигаться, никто не собирается. И, ну, то есть притязаний ни у тех, ни у других по сути ни на что нет. Стоим себе, да и стоим. Просто чтобы для того, чтобы что-то раззадорить, так сказать, да, ну, вполне логично, что удар с России могло прилетать. Ну, Ты даже... хотел что сказать, Дим? Да, я хотел уточнить. Тот номер, что вы дали, он выключен и на нем мессенджеры не зареганы, но есть номер, жена оставила заявку. Екатерина Владимировна. Да. Да, вы сержант? Да. Да, у вас есть татуировка. Я свяжусь по тому номеру, по которому она сказала. Я вам потом дам. А это когда она написала? Это она написала, сейчас скажу. 14.04.22. Нет, так он уже после этого с ней разговаривал, получается. С 2 месяца смс-ками, назад. смс-ками. Ну ладно, не суть, я вас перебил, Дима, да, говорите. Мы закончили на вот этом всем. Ну, вообще, в принципе, если посмотреть на города Донбасса, ну, на тот же Донецк, например. Вот мы смотрим, и мы не понимаем, как это так, 8 лет бомбили, а город какой был, такой и остался. Не, ну то, что вы там дороги уработали свои собственные, то это ваше дело, как бы там. Ну, да, но город-то, в общем-то, целый. А сейчас российские пропагандисты бегают по тому же Донбассу и кричат, тут бомбоубежища, говорят, не готовы сейчас. Извините, как это так? Их и не было, бомбоубежищ. Да, так это же вопрос. А как это 8 лет бомбили и нет бомбоубежищ? Так у нас люди за первых 2 месяца войны в подвалах просидели все время. И посмотрите просто на Мариуполь там, или там Чернигов или Харьков. У нас есть видео, мы оттуда снимали. Что произошло с этими городами за 2 месяца буквально, не за 8 лет. Ну хорошо, а давайте расскажите тогда про свою историю, в общем-то. Ну вот служили вы, и начинается это все. Ну, до последнего момента вообще молчали все, даже вот в части, как такового. Мы предполагали, что что-то начнется, но как таковой сам разговор какой был. Мы выйдем на границу, вот, допустим, на серую зону выйдем, мы до Донца. Расположимся на край, ну, на Донце, ну, вот, там, Золотое, допустим, Станица, там, Хрящеватая, вот, ну, такой вот. Мы расположимся там, как таковой, и все. И будем стоять, ждать, допустим, или нападения, или, допустим, какого-то продвижения, или, допустим, украинских войск и все остальное. Как таковое вот это вот мы ждали. Но сам смысл какой был? Нас вывезли за 10 дней до всего начала. Нас вывезли на полигон, 10 дней продержали под открытым солнцем. Говорится, ну это же в феврале было, на холодине. Нас продержали там, а потом среди ночи нас подорвали. Подорвали нас сразу же, как говорится, не говоря уже, куда мы едем. Вот собрали, допустим, всю двойку, ну вот у нас называлась двойка. Вторая часть это двойка. Есть 7, есть 14, есть 15 часть, ну по городам. И это. Нас двойку подорвали, всю полностью, всю технику, бэхи, вот, ну все, что можно, весь личный состав, и все, и вперед погнали. Мы обошли почти что пол области, обошли с самого Краснодона и вышли на Металлист. На Металлист мы вышли, на Веселую гору. Там, получается, развалили полностью бригаду. Я не очень понимаю по географии. Это была оккупированная территория, этот Металлист, или вы уже... Да, ну это же ЛНР. А зачем вы бродили по своим, грубо говоря? Ночью передвигались, чтобы меньше нас видели, как говорится. А ну-ка, колонна, получается, почти ну цели километра. вам не объясняли? Нет, Ну не куда объясняли. конкретно Куда мы идете, выезжаем, зачем, никто да? ничего не сказал. Ну, и что? И сам смысл вышли на Металлист. Ну, почти что на Металлист. Мы на Александровку сначала вышли. И видели, как
начался обстрел, вот именно счастье. Вот реально, когда счастье началось обстрел, это начали с градов лупить, с саушек, ну, полностью артиллерия работала, как крупная, так и... Счастье тоже еще было Да, за да, Украиной. Да, счастье было за Украиной. Россия начала лупить. по Да, с счастью. нашей стороны начали лупить. Да. Потом часа через 2 мы увидели вертолеты, это аллигаторы, кашки. Мы увидели вертолеты, их 4 штуки над нами кружила, потом 4 сушки мы увидели. Ну, думаю, уже ничего, что там получается. Нет, так а вы как бы вот в контексте даже разговоров про этих 8 лет, да? Вот вы стоите такие, раз, счастье, мирный город. И полетели ракеты в И него. полетели ракеты. А, И в этот же, ну, вот как раз мы утром мы пришли в 4 утра, и вот именно вот 24 числа, что 24 мы уже вышли, и 24 все включили радио, рации, и мы услышали голос Путина, что начинается это ж вот все движение полностью. Ну, что передали, что начинается война. А до этого мы не верили, что нас везут на войну. Так а вам не стало как-то, ну, вы в шоке, я не знаю, вы не Мы сами были в шоке, что, но смысл... в мирный город полетели ракеты. Мой смысл, вот мы же тоже ж начали. А там вот начали рассказывать, что там стоят полностью, стоят и нацики стоят, ну, как все В называют. счастье? Да, и Ну, а что, нацики, вы и не знали, Айдар что стоял. там обычные люди в том счастье? Не, ну мы-то были на Пархоменко, на счастье там другие стояли, там другая бригада стояла, как таковой. И сам прикол в том, что все это началось. Можете курить. И все это началось, буду и все понеслось. В счастье, получается, нам дали хорошеньких трататушек. Бригаду, это получается там бригаду, почему всю бригаду, это спалили около 12 бэх в течение 2 часов. Спалили около 12 бэх и 650 человек, пацанов. Серьезно, у нас... 200-х? Да, 200-х, да. Сгорели пацаны. 650 А человек. как вы так посчитали? Потому что бригада, потому что мы через час об этом все узнали. И с нами пацанчик, вот мы сначала, когда я попал в плен, мы попали в Артемовск. И с нами были пацанчик, а одному ногу, он без ноги был. А второй был, который же первый же час войны, в этом счастье, их взяли в плен. На Бэхе. Бэх его подбили, они стали между домами, вышли, и мирные жители им там кофе наливали, это. Ага. Пока они расслабились, и через час их взяли. Что-то я не пойму. Мирные жители наливали кофе, с России летит, вы говорите, или еще не летело тогда? Еще не летело. А, еще тогда не летело. Только все началось, вот Понял. именно только все началось. И 650 человек пацанов, потому что мы наблюдали по дороге вот через металлист, когда везли на областную больницу, на МВД, везли на госпиталь МВД. Вывозили полностью пацанов. И руки, и ноги, и сгоревших вывозили. И нам с Веселой горы было видно, там мост получается на счастье. 4 бэхи стояли, горели, которые спустились. Просто их впустили, размолотили, а бэхами закрыли мост. на Не, счастье. ну тут просто такой вопрос напрашивается логичный. А зачем это все надо? Я так и не понял даже. Ну можно сказать, что 650 человек пустили на фарш? Да. И в течение еще 2 недель еще больше. Так а в чем, за что они погибли? Вот как Ни объяснить за что. их родителям, Ни за что. например? Ни за что. Там Я через женам. 3 дня объяснял соседям. Там пацаны, которые просили, чтобы сообщили, допустим, чтобы в часть сообщили, что, допустим, минус 30. Плюс 30, допустим, раненых, минус 30 это уже мертвых. 200 и 300. Я пытаюсь понять логику России с позиции жителя вот Луганской области. Ну вот, допустим, они вас хотят освобождать от тех же нациков. Если про нациков надо не забыть, напомню еще, поговорим про нациков. Но допустим, да, вот есть такая пропаганда, там нацики, вас надо освобождать, все такое. Ну, вроде бы у вас есть устоявшиеся территории, в которых Да. вы жили 8 лет, вот этих вот, да? Ну, вроде логично, зайди туда, Россия, стань всей своей вот этой армадой. И все. 150 тысяч человек только зашло, которых выбили это только минимум. Стань, стой, все, защитили. Так и так так же уже думали. ничего не было. Так же и думали. Тут совсем защитили. Начали же паспорта раздавать, мы же так и все же так и думали, что вот Россия зайдет, и все, на этих границах мы остановимся, и все. Эти синие каски, 8 лет, про которые я говорил, что мы просто будем сидеть в части, заниматься, как говорится, этими складами, да, обмундированием и всем остальным.
А россияне будут стоять же что на границах, вот будет как вот в Югославии, вот именно миротворцы, типа того же. Все же так и думали, что вот это вот именно этот момент, 24 число, что вот заходят россияне, и они станут между Украиной и между ЛНР. Но получилось наоборот, нас пустили как фарш, а россияне-то стояли сзади нас. Как выяснилось потом через 2 недели, что россияне-то за нами шли. Нас-то на фарш, мы вот когда через 3 избу, когда переправили, сколько пацанов там погибло. Кто потонул, кто поэтому, это уже по слухам, сколько кого вырезали. Вот если пацаны даже пешком, вот, допустим, идти там почти около 80 километров, пацаны шли пешком. Вот новобранцы, которых просто позабирали по 60 лет, по это. Некоторые стрелялись, некоторые замерзали. Это вот по слухам пацаны сами рассказывали, с кем мы сидели на лагерях были. Они сами разговаривали, вот рассказывали, вот же пацаны половина здесь. Из них 20 человек, которых просто взяли возле пивной. Кто-то пошел в супермаркет, кто-то с детем Ну, гулял. эти истории мы А уже... что значит вырезали? Ну, был такой слух. 8 человек, пацанов молодых, в разбитой хатке сидели. Сидели на ночь возле костра, все. Ага. Зашел в ДРГ зашли и вырезали 8 пацанов. Боевые действия. Война есть война. А замерзали, вы говорите. На снегу замерзли. Так это нам тоже уже рассказывали много раз. Как они там стояли под открытым небом, получается, да, их типа кинули просто без ничего. И Без ничего, да. были- Мы сами наблюдали, когда пацаны идут, допустим, вот на Краснянке. Мы видели, допустим, 2 часа ночи мы стоим на посту, вот трасса. Вот идет их 4 человека, они уже автоматы на себе тянут, уже еле-еле. Говорят, а нам еще далеко идти. Пацаны, а вы откуда? Да мы Солчевска. А что вы это? Да мы пешком с Солчевска идем. Ну как это нормально? А сколько там километров? Ну это Солчевска до 3 избы, это почти больше сотни. Вот они пешком за 4 дня они идут, днем они идут, а ночью так в посадке. Костры развели, допустим, привезли им пожрать, покормили, и все, утром подняли, покормили, пошли. Вторая армия мира. Армия мира, да. Не, ну слушай, какая вторая армия мира, если вторая армия мира в это время за ними там стояла, при том, что за ними, наверное, стояли как раз таки какие-то элитные войска, типа кадыровцев и вот всякой вот этой вот. Дело в том, что мы вот реально, вот россиян, мы такой, да, нами руководили россияне. Вот у нас в части, у нас их был комбат один, вот наш комбат был север. Был док, был север. Уже слышала. Да, ну это наши, это же с двойки все. Так же само руководили россияне. Также бригадный был у нас россиянин, один и второй. Вот ему пенсия осталась год до пенсии. Вот он тупо его выкидывает с России в ЛНР, в ДНР. Вот он подполковник. Всё, я понял. Он подполковник, да? Типа списали. короче. Да. Он год побыл здесь, получил свои, допустим, 300 тысяч в месяц. Как боевые, там вот это вот все, что уже при боевых действиях. Он годик отбыл, опа, ротация. Он уже уходит полковником, уходит спокойно. Это даже на не пенсию. списали. Это не списали. Это наоборот на хорошее теплое место человека, Да, получается, да. перевели, потому что он боевые получит в пенсии. У нас и Если я Свистун правильно был, который, да, у нас На Свистун был. повышение, типа, командовать армией. Да. Вроде того. Да, типа на пенсию ты уходишь командиром армии. Да, У тебя вроде и того. пенсия повышена. Да. И многие такие, за 4 года, у нас бывало, что полгода он будет. Мы его не видим даже. Вот он пришел, у нас был Свистун, вот сядет на плацу, сидит семечки лускает. Мы часа 4 стоим, ждем его на морозе. Когда он раздуплится, скажет всем вольно, разойдись. Ну, это... Так же самое и смотры эти, то же самое. Вот смотры выгоняют на полигон, 4 часа сфотографировали для России. Что вот есть армия такая-то, такая-то и все. А кто там командирование смотрел, кто там не это. Половина того, что мы покупали сами. Не, ну, в России там танки поломанные красят, чтобы это самое. Так мы то же самое красили и все это. Так же самое все красили. Тот же самый автомат тебе выдали, он полуржавый. Ты его смазываешь, натираешь, на это вот тебе, на тебе. И все. Понятно, да. В армию ходили мы как на работу. Давайте Про нациков еще, чтобы я не забыл. Вот вы говорите от нациков защищать. Вы в Украине сколько прожили? Со 4 лет. С 4 лет. Много нациков увидели? Да ни одного. Ни одного. А вот почему так как-то в Балтии получилось в 2014 году, что у нас стала куча нациков? Перекрутили так, просто до этого еще же было, получается, как сказать, еще с Майдана началось все это. На 2014 года. Значит, да, начались фейки, это вот все, что 13-14. убивают, все это, что насилуют.
начали то же самое вот и в Ютубе, там, допустим, вот это вот этот бред начали закидывать все. И люди начинают зомбироваться легко. Потом кто-то приезжает, допустим, собирает народ и начинает рассказывать, что вот такое-то, такое-то происходит, там где-то находят коллег каких-то, что вот их замучили, все это. Не, ну так а фактов-то крайне мало. Ну вот, а человек же, он как, он же воспринимает все зрительно. Они-то, конечно, цепанули парочку, там Да, каких-то да, было эпизодов, безусловно, но Он что зрительно воспринимает и вот, о, ничего себе, бавоцы это. тут смысл в том, что вот смотрите, например, Николаев или там Запорожье, или же Днепр, или же Харьков, это же все русскоязычные преимущественно города, и мы это хорошо знаем, потому что мы там провели определенные. У вас что легче понять, допустим, у вас все, понимаете, как бы вам сказать, у вас все открыто. У вас показали город разбомбили, показали. У нас такого не показывали. У нас показали именно, допустим, вот Золотое возьмем, да? Там 4 хаты, бабах-бабах, допустим, опа, шифер полопался, все, вот стреляли, все, приехали. Даже ОБСЕшники, как таковые, приезжали, они не на Украине, не на этом, это так вот. Вот у меня племянница, она знает английский, французский язык. Ей 14 лет, она знает это, вот полностью это. Что ты делаешь? И когда ОБСЕшники приехали на Тепличный, люди повыходили, они своей же, вот, БСшник и девушка тоже с ним, с ОБСЕ. Они сидят и разговаривают с друг другом на французском, они общаются, в какой ресторан мы сегодня пойдем. А племянница стоит на французском, я просто объясняю, может вы выберете сами себе потом этот ресторан, а сейчас поговорите о людях. Он говорит, а что здесь он тоже по-французски понимает? Она же с ними тогда на французском объяснялась. А они просто стоят, выбирают ресторан. ОБСЕ. Не, да, это тоже еще третья тема. Я просто имею в виду, что в Харькове что 8 лет, за 8 лет не съели никого, понимаете, Ну, да. не расчленили, на лоскутки не порезали, и вот этот вот, как-то этот вот фейк, да, не он, было объективности. он не подтверждается, понимаете. Не было объективности как таковой, понимаете, вот именно даже по телевидению. У нас же повырубали полностью, даже вот Т2 включаешь, у нас был на Украину переводишь, у нас Россия. И там, все, где Россия, да, Белоруссия да. можно было, Украина была закрыта. У даже меня вот есть такое. аргумент, вы говорите пропаганду, а проверить эту пропаганду? А кто Интернет-то его есть. будет проверять? Ну, в интернете там один полез, второй, третий. А если начнешь поднимать кипиш, вот такая клетка тебе за спиной готова. Расскажите за клетки. Что-то людей сажали за это. Поднимаешь кипиш и А всё. как назывались тюрьмы ваши или вот эти вот, куда людей кидали за это? Да просто в тюрьму, да и все посадили. Не было каких-то названий определенных? Нет, Есть просто такое, как изоляция, там Ну, много нет, понятно. простая тюрьма. Дали срок там 3 года, 2 года, грубо говоря. Что ты Например, говоришь? за что? Ну вот за то, что ты подбиваешь людей, допустим, против России. Тебе берут, и, грубо говоря, там, я просто не помню, какая статья там идет, но тебя тупо могут посадить за это. У вас были такие знакомые? Да ну, вон их в части даже было. Вот не хочу, вот он, допустим, вот контракт у него закончился, да? Да. Вот он год отслужил. Вот он не хочет дальше служить. Бывают такие случаи, что просто подписывали за него контракт, и ты обязан дальше. Нет, то тебя на 4 года посадят, если ты не хочешь служить. Вот тупо тебя могут посадить. А тут такие есть? Ну, нет, тут таких нет, чтобы это посадили. Пообщаться интересно. Не, ну Не, вопросы можно задать. Не, кого закрывали, сажали там за неугодные. Да ну вот с двойки, допустим, это даже вот с двойки, вот с нашей, с юбилейной, где мы служили, много случаев, допустим, вот будет Юрка Смерик. Это в народе вот часть часть. называется, Да, да? Да, но она есть двойка. Что такое двойка? Это номер части. Такой на цифрах Л-73-430, Юрка Смерик, вы с ним общались уже. да, Днепре. был. Это, он же тоже с двойки. И вот были такие случаи, вот даже у нас были случаи. Вот человек просто не хочет служить, он идет в самоход. Вот в самоход, это получается, уходит с армии. Неделю-две, за ним едет командир, допустим. Вот он не хочет, да, его привозят в часть, грубо говоря, сажают на яму. Он на яму побыл. Ты все равно уходишь, это тебя на дизель сажают. Он может год в тюрьме отсидел. Дизель это дисбат. Дисбат, да. Тебя за это могут посадить, просто тупо посадить на год, на 2, это легко. Ну, так оно же с самого начала начиналось. Ты так заключил же. контракт, ты должен его отбить. И все. А если ты не хочешь продолжать, а там нужны люди, за тебя подпишут, а тебя Да, потом были такие посадят, случаи, подписывали. А тебя могут, посадят тебя за то, могут что ты, посадить. Да. типа, Не, оно же с самого начала у них так началось. Вот, например, когда, Это обязательство, это обязаловка была. когда на Донбассе пролилась вот первая кровь, со смертельным исходом, первая кровь, вот с момента вот этого Майдана, да,
Когда, вы знаете? Ну, не знаю, где-то, по-моему, где-то в мае, по-моему, после. Не, Может, даже раньше. раньше. Это И еще- задолго это до еще удара, зимой, это еще задолго зимой до было у нас. авиаудара по ОГА Луганской начались проукраинские митинги. Начались Это проукраинские... началось еще с СБУ. Это Да, всё началось. начались Еще проукраинские с СБУ. митинги, и нескольких активистов просто забили насмерть. Это на Театральной площади. Вот было. первые, Это вот, было. вот первые смерти на Донбассе какие были. А не удар по АГА, который там произошел аж через 3 или 4 месяца после этого, я аж не помню точно. Я собирал эту всю хронологию, она у меня есть, там в Телеграме можно посмотреть. Ну и вот, а можете какую-то историю рассказать про вот эту вот всю войнушку, которая произошла потом? Вот, ну, то есть вы так отрывочно говорите, там 650 человек умерло, а потом еще больше. А вот то, что вот вы видели конкретно своими глазами, можете Ну, рассказать? Ваша история, по Да, сути. да. Вы от момента, как вам автомат и в атаку, и как вы попали в плен. Ну, сама вот эта история, это прорубежная, где меня подстрелил снайпер, как говорится. Уже понял, что пожалел. Пускай живет лет 100. Спасибо ему за это, что он меня пожалел. А что вы думаете, что прожил? Да, потому что от таких ран вообще умирают люди. От того, что у меня 2 пулевых получается. 2 пулевых, 1 в ноге. И он прошел у меня пулю, раздробил мне в ребра полностью. Она у меня вышла в бочине, у меня шрам вот такой вот. И второй раз он попал у меня уже в ягодицу, опять же, то же самое так раздробил. Вы про то, что если бы он хотел, он бы мог... Да, если бы он хотел, у меня хорошо бы, он меня завалил, потому что передо мной Виталика, казака, Виталика он подстрелил красиво. Он попал ему в правую ногу, разорвал ему артерию на вылет, и Виталик у меня на руках умер через 3 минуты. То есть он вас типа специально за 300? Я начал его вытягивать, Виталика я начал вытягивать, перевязал ему ногу, все. Второго он увалил деда, красиво тоже, он попал ему между глаз, там от головы ничего не осталось. Но когда уже я начал уже вытягивать пацанов, уже, ну, от деда, Виталика начал вытягивать, ну, меня, наверное, и пожалел, что как таковой. За БТР вы рассказывали, пока не забыли, который своих. Ну, это мы стояли в колонне, Ага. мы стояли в колонне, и когда новобранцы перебегали дорогу, там песка куча, они завязались в песке, а оно ж темно было, около 2 или 3 часов ночи было. И получается, эта колонна, когда спускается на понтон, они прям задница лицом, ну, мордой к заднице. Там расстояние где-то 2-3 метра. Вот остановились, а флажочник, получается, ну, который маякует, на понтон заезжать, там обрыв такой. И вот, получается, они перебегали дорогу под фонарями. И, получается, застряли в песке. И Бэхов наехала на них и перемолотила их полностью гусеницами. Ну, все, уже Бэха переехала, сейчас моментально остановили колонну. Водитель застрелился тут же сразу. Потому что это реальный срок, это уже все. Пацанов подоставали, подшкребывали, положили в мешки, загрузили, повезли на Луганск. А они кричали ничего. же, наверное, Там пацаны. А это шум, там даже не слышно было Едет вообще. куча техники. Куча- У нас техника колонна шла будет. на расстоянии 4 километров. Вот полностью идет техника, Колонна. растянула, да, Колонна колонна, 4 километра. около 4 километров была колонна. Гул, наверное. Гул это жуткий был, потому что трехизба, это, ну, вот, получается, трехизба через 20 километров перед понтонами. А представляешь После себе этого. эту... Это очень историю? махина, невозможно остановить. Человека перемалывает прямо в глину, короче, Гусеницы. колесами. Гусеницы, да, раздавливает, там живого места не остается просто. А их, когда повытягивали, они хоть... Нет, там моментально узнаваемые были? Не, ну там головы, ну голова, допустим, тело еще можно узнать. Ну, а так там ноги передавило, там лопнул желудок, там, грубо говоря, ну все вот это вот само. Они уже не живые. И водитель, что вылез из машины. Да, он в машине прям. В машине. Да, прямо в машине. А когда, в какой момент он понял, что он их переехал? А уже когда начали орать, и вот это что брызги крови, все, что уже все, что она. Он выглянул, посмотрел, и ёпта, тут лежит уже передавленный. И хана, и он сразу тьм. С автомата легко застрелиться, там рука достает. Да. И сколько таких небоевых потерь? Как куча было, куча. Кто позамерзал, кто сам постреляли. Был такой вот случай, на моих глазах мы уходили. Ой, Краснопиля, по-моему, да, уходили ночью. Мы попали под реальный артобстрел украинских войск. И мы колонной уходили.
И на дороге лежал этот тоже новобранец в позе боксера. Получается, что-то там, ну, когда мы узнали уже через дня Что два. такое поза боксера? Я пытаюсь представить, вот так типа лежал. Человек лежит на спине, да, такой замерзший в позе боксера без башки. На него чуть не наехали. Оказалось так, комбат его избил, там ихний, новобранцев. Его избил, и он взял и застрелился. Прям там застрелил комбата с автомата и сам тоже застрелился. И все. И... Ну, одище. Тупо одище. Много случаев, много случаев. А вот по Рубежному, да. Нас привезли на Рубежный, привезли в лес. Но мы ночью переночевали. Утром нас в 5 утра нас подняли. Ну, это жутко, конечно. Это лучше такого и не видеть. Конечно. До этого около 2 суток там был пансионат. На входе в район, когда мы входили в Рубежный, вот даже мы через него, через кладбище переходили. Рубежный был, этот пансионат был разваленный наглухо. Вообще он сгоревший был. Там стояла бригада. Тоже бэхи стояли, Уралы стояли, тоже пацаны были наши стояли. И вот их полностью за одну ночь их спалили наглухо. Одна бэха ушла оттуда. Разбила забор и ушла. Именно точными этими, артой точечной. Видно, с беспилотника корректировщики направили и разбомбили наглухо. Сколько там было их? Ну, это где-то около 300 человек где-то было. То есть на ваших глазах это то, что вы сейчас называете, там 650 человек, там Да. тут 300 человек, плюс своих там позамерзали, то есть вы сейчас Да, там да. 1200 человек. Да, это может и быть, потому что все это у пацанов спрашиваешь, допустим, пацаны сколько, то там их была целая бригада. А бригада, возьмите, допустим, 600 4 человека даже на бэхе. Плюс все передавались на бэхах, в Уралах. Вот в Урале, допустим, 40 человек помещится. 10 Уралов, это уже 400 человек, правильно? Ну, Украина рисует потери с российской стороны 38 тысяч человек. 38 545. Я вот не пойму, они ДНРовцев туда, ЛНРовцев Да. считают? Они всех или подряд считают, вписывают, да, считают. всех Уже ж был вписывают. вопрос и комментарий, что там все такие. Там все просто вместе. просто с учетом тех историй, которые мы слышим, их может быть вполне и больше. Ну, Может то и есть больше. это вполне себе реальная цифра. Это никак не 38 превышено. тысяч оценка ваша. Это вполне. Это Ну, то, вполне. что по РФ показывают 4000 человек, вы только что 1200 назвали. Ну, по 4000, ну как это 4000? Не Возьмем один, 4000, это, грубо говоря, идет 2 бригады. 4 бригады наших. Вот, допустим, двойка, пятнашка и семерка. Вот, даже 3 бригады. Нет, Вот у нас, грубо говоря, 1200 человек. Вот в двойке было. Это именно в части. Не считая, допустим, полигон, равсклады, допустим, ремрота и так далее, там потом савушки, гаден, саден и все остальные. Вот если так собрать, допустим, это 3500 народ. Вот, грубо говоря, бригада. Она вышла, бригада, допустим, вышла одним маршем, из нее, допустим, человек 500 осталось. Это считая, допустим, савушку, допустим, 6 человек. Это возьми, подожги, допустим, Урал, 40 человек, вот уже. Ну, то есть то, что РФ говорит, что у них потери за спецоперацию 4000 человек, Это может у них. Это может быть у них. Да нет. Да нет, ну, Их-то не может быть. Как Что, такового. остальные 34 тысячи, что ли, Ордло? У Да нас, не я может же быть говорю, у такого. нас даже вот по разговорам мы за первый месяц, вот я месяц всего лишь отслужил, а потом уже попал, уже, получается, в плен. За месяц 3 бригады завалили, именно на наших. 3000, грубо говоря, 3 бригады. плюс-минус. Если у нас при мне взвод 22 человека, просто я из со всего взвода, у нас 2 человека. Слушайте, ну вопрос такой, допустим, ну я понимаю, да, все то, что вы говорите, это согласовывается с общими данными и вообще по всем пунктам, но вы же хотите на обмен, вы же хотите домой? Ну, конечно, конечно. Мы А вы ждем. не боитесь вот это вот все говорить с учетом того, что это будет опубликовано и там это услышат? А чего, ну чего уже бояться? После такого ада и бояться уже нечего. Посадят, ну посадят, ну что, расстрелять не расстреляют. Посадить, посадить, ну там буду сидеть. Ну а смысл? Я Ну, думаю, там же тоже знают про эти потери. конечно, конечно. Не, они там... Нет. Принцип, знают, но не- принцип России... Есть такой вариант, вот как говорили, был такой вариант, что приедут, вот, допустим, у тех, кого меняют, допустим, они приезжают, вот, они приезжают туда,
и их сразу на передок. Ну это каким надо быть человеком, допустим, непонятным, чтобы, допустим, отправить бывшего военнопленного на передок обратно воевать. А новая информация, которая нам поступила, что она, в общем-то, наверное, и тоже, опять-таки, не секретная. Ну, недели 2 назад произошел обмен, мы непосредственно снимали всех тех людей, которых отправляли на обмен, тоже со всеми разговаривали. Я вам больше скажу, мы его чуть ли не инициировали, этот обмен, потому что Россия же забирать никого не хочет. Нам пришлось собрать всех 144 человека вместе, вот так вот построить, со всеми каждого назвать и обратиться к России, что, ребята, прекратите играть в игры, давайте меняться. Вот. И есть информация, она стопудово достоверная, что все эти люди до сих пор находятся там в каком-то концентрационном лагере, то есть их домой так до сих пор никто и не отправил. После обмена. То есть наших мы забрали 144 человека. Этих 144 человека отдали туда. Но и там они домой за эти 2 недели не попали до сих пор. Ну вот есть. Ну, то же самое могу тоже Не, подсказать. стоп. Не 144 все, а 40 человек ДНРовцев, ЛДНРовцев. Вот их до сих пор держат. короче. Да. То есть россияне многие попали домой, а именно вот ЛДНРовцев до сих пор почему-то... Там какая-то такая история, что их не записали типа до сих пор военнопленных. Ну мы не можем это понять, как это такое может быть. Что люди вернулись с плена и их до сих пор не записали в военнопленных. Но смысл в том, что если их уже записывают военнопленных, то их уже обратно сюда воевать отправить не могут. Не могут. Ну вы знаете об этом что-то? Да? Нет, это вы мне вот половину информации дали. Допустим, та информация, которую мне жена, допустим, прислала, и вот в СМС через Красный Крест, что на войну уже не пошлют, на войну не пошлют всех, вот, ну, вот, кто сейчас приезжает, на 2 недели на медицину, по больницам, у кого там с башкой, у кого там еще что-то всех отправляют на больничку, и потом уже отправляют домой. Ага, Вот именно вот такая вот информация. так, понял. Так, а кого отправляют обратно воевать, а кого не отправляют? Но это уходят слухи, что типа того, что вот среди нас, среди наших. Там кто-то где-то услышал, там адвокат сказал такое, что, допустим, приехали, сразу автомат в этот. Это же каким надо придурком быть, чтобы, допустим, пацанов сейчас отправить обратно. Еще дать опять ему оружие в руки. Он на передок, во-первых, не пойдет, во-вторых, он может, не дай бог, застрелить своего командира. И просто-напросто тупо может с ума сойти. Вот у нас вот пацанчик ходит, он с головой, с кукушкой вообще не дружит. Он месяц просидел в одиночке, а после сильнейшей контузии он вообще теряется. Он может сейчас сидеть потом подняться и пойти еще куда-то. Вот он там вообще кукушка. Это вы на конвертах работаете, да? Нет, я на щепе. На щепе, понял. Угу. Понятно. Ну давай звонить тогда. Да. Жене позвоним. Я готов. Как всегда. Вот что бы вы могли передать вот своим землякам, которых вот сейчас вот пытаются мобилизировать? Чтобы они никогда не собирали всеми средствами. Сидели дома. Так а что им делать? Ну вот какие такие средства? На больничку. Если бы я знал, себе пальцы потрубал бы. Пальцы вот поотрубывал, это крайняя мера, как бы получается. Что ты делаешь? Ты стал жонглировать. Сейчас охрана прибежит, не дай бог. Я как-то что-то послышал. Сам не понял. Типа дернул с повербанка, Я да? думал, повербанк там и повернулся туда. А вот сюда Powerbank положили. тут. И Я вот понял. получается, Ты начал ловить повербанк, у тебя улетел телефон. Нормально? Алло, Да. Алло, Катюшенька. здравствуйте. Предупреди. А, не надо, это же наши. Да. Привет, радость моя. Привет. Что вы там, как дела? Ты на фото выглядишь, боже, у меня ж сердце. Глянь, кто со мной работает. Привет. Юлька. Или нет, Привет, вы по-свойски можете ей сказать, что вообще это все запись, это все будет публиковаться, ну, чтобы она знала. Она знает. Она А, ты знает. уже написал? Мы сейчас в Львовской области, в лагере для военнопленных, город Николаев. Я все это знаю. Я с Ульяной Осиповной общалась. Тебе письмо еще не привезли с Красного Креста? Сейчас вот Красный Крест приехал, завтра будем читать его уже. Завтра читать. Что там Никита? Ой, Витек, что там? Витек. Витек, все нормально. Витек при МВД, ну, он не на передовой.
живой, он вернулся. Все понятно. Очень много Руся попала, очень много. Бабушка Таня умерла ваша. Ёпт. Батя. Я понял. Вот. Ну, батюшку знаешь. Ну я знаю, что батя Нашего. умер, да. Я, короче, малую отправляю на море. Они едут на месяц. Но я надеюсь, тебя поменяют. Я не уезжаю, я буду тебя ждать. В любом случае. Ну чё же. Денежки, что я это получаю, все не переживай. На лечение будет, все будет. Я работаю. Что с Всё обменом? нормально. Что с обменом? Да, с обменом что? Значит, сейчас готовится большой обмен, больше даже, чем вот это 144 было. Мне же уже вообще сказали, что тебя поменяли. Ну нас везли на обмен. Вот, и сорвался, да? Да. А чё? Россияне начали дурака валять. Ну, короче, Руся, я поподнимала уже все. Я вплоть до того, что я Минобороны, я сказала, если сейчас, сука, в этот не попадешь, то я буду писать везде, что им мало не покажется. Ты ж меня знаешь. Ну конечно. Русь, я тебе серьезно говорю, мы тебя вытащим однозначно. Ну, то есть ты не переживай, будешь обменен однозначно. То есть просто что-то, как знаешь, как вот это, один на одного. Наши говорят на ту сторону, тут говорят на нашу. Ну-ка, никому от этого Руся не легче, Ну, понятно. понимаешь? Вот что. Но только знаете, в чем разница? Мы каждого вашего пленного показываем, и вот с ним говорим, и интервью записываем, здрасте. А россияне, даже ООН, даже представители ООН не допускают к нашим пленным. Тайна, покрытая мраком. Что с ними, как они содержатся, как их там кормят. Вообще никто ничего не знает. Вот в чем разница. Владимир, вот смотрите, мы даже здесь, вот все у нас жен много, там и Деркачев Сергей, Руся с вами, Деркачев Да. Да. Каштанкин, вы передай большой привет тоже, что вот она, все нормально, мы тут все ж вместе, со Шпаком, Деркачев, Нагорный тоже, это все мы жены, сейчас все вместе мы объединились. Вот, так что я хочу сказать, Владимир, ваше видео, вот это, когда 144 поменяли человек, благодаря вашему видео это произошло. Ребята все, даже приехали наши, это подтвердили. Вот будем надеяться, что побольше таких видео и будет, и что как-то глазка будет к этому всему Нет, привлечена. так, понимаете, в чем ситуация? Для того, чтобы записать такое видео хотя бы, нам хотя бы надо с России утвержденный список с их стороны, кого они забирают. Тогда мы хотя бы можем этих людей всех в одно место свести и вот зачитать этот список, что вот мы утвердили список с двух сторон. Пока что на данный момент, ну я не знаю, может я всего не знаю, но у меня такой информации, что утвержден какой-то список на обмен, пока что у меня такой информации нет. Знаете, как они говорят, он утверждается, вот смотрите, подается с одной стороны список и с другой стороны. Ну да. И потом он уже, то есть Иванова, Петрова, Сидорова мы меняем, а Ковалева мы не меняем. Вот так вот происходит, понимаете, как мне объяснили. И занимается этим неизвестно кто, якобы Красный Крест, но Красный Крест, Нет. естественно, не признается. Мы же говорили на этом видео, кто занимается. С России, в России же там создали вот этот специальный центр, как он там называется. Но нет, понимаете, я вам объясню, вот это я знаю наверняка. Когда уже список утвержден, то он уже утвержден. Там уже не может быть такого, что вот этого мы даем, а вот это вот мы не даем. Потому что это уже утвержденный список. В прошлый раз как было? Утвердили список, да, там, и россияне запросили еще 2 человек. В результате им дали, я так понимаю, этих 2 человек, но мы забрали своих 2 человек. Вот это вот было по прошлому обмену. А по этому обмену пока что я не знаю о том, что есть такие вот утвержденные списки. Ну, в принципе, это все, что я могу сказать больше. Единственное, что да, мы сейчас здесь, на этом лагере, и будем со всеми общаться, вот уже вот начали общаться. Да. Ну, слава Богу, спасибо вам большое, что у вас Ну такой и вот про канал. условия расскажите, потому что я же не буду за вас рассказывать. Ну смотри, условия нормальные, нас кормят, это переодели, мы нормально спим, в нормальных чистых кроватях, работаем. Сигареты нам вот привезли сегодня Красный Крест. Нормально, все хорошо, отношения нормально, никто не издевается. Отдавайте наши. Анна Осиповна мне сказала, я насчет этого не переживаю. Выдохните обратно. Что ты такой худой, ты что там не ешь или что ты воды побольше пьешь, что ты какой-то истощенный.
заключенный. Ну, такое и есть. Что такое плен? Что это может быть? Я понимаю, что не на этом, не на... Мы завтра с ними целый день тут проведем и будем и в столовую с ними пойдем, и везде с ними пойдем. Мы знаем точно, что довольствия здесь достаточно. Но вы понимаете, что такое нервы у людей? Нервы. Конечно, Они все это время на нервах. И они от нервов от этих больше истощаются, чем от там какого-то питания недостаточного. Да. За море спросить, на каком? А на море на какое? Вы в Крым собрались, да? Мы, да, в Севастополь, у меня племянница. Ну, там а куда еще? поступает, Да, понял, и спасибо. ребенка отправляют туда. Да, понял, спасибо. А куда нам? Нам больше Да, нет. так нам просто не же ж интересно, а куда Нет, вам? там Ну, нам после- просто интересно. Потом расскажу. Да. Мгм. Ой, знаете, это все дело такое. Мы обычные люди, как говорится, и вот ни от вас, ни от нас, ни от кого это все не зависит. Нам главное, чтобы всегда страдают люди. Вот что Ну, страшно. как же ж от нас не зависит, если вы сами говорите, что от нашего видео, что наше видео что-то дало, понимаете? Значит, от нас зависит что-то. То есть мы вот делаем то, что от нас зависит, понимаете? А Я в плане говорю, я в плане того, что вся вот эта ситуация... да вы, остальное, не, у нас вот, тут- вы знаете, если бы в начале войны вы все взяли, вышли и сказали о том, что пошли вы в жопу со своей войной, уже прямо скажу, да, то и не было бы никакой войны. Если бы когда в 2014 году Россия зашла, вы все вышли, сказали, не надо нам здесь никакая Россия, все по одному, от каждого ничего не зависит, но если бы все вместе вышли, не было бы никакой России. Вот в Харькове не было России, понимаете, там тоже пытались это делать. И нормально люди жили, и до сих пор бы нормально жили, если бы сейчас их бомбить не начали. Потому что Харьков страшно бомбят, просто ужасно. Такое впечатление, что Россия их ненавидит, харьковчан, понимаете. Наверное, за то, что они по-русски разговаривают или за что, я не знаю. Но смысл в том, что зависит. От критической массы народа зависит. Понимаете? Потому что когда критическая масса народа, как в Харькове, все-таки вышла и сказала, не надо нам никакую Россию, то и не пришла к ним Россия. Ну, сейчас уже пришла тоже. Ой. Я тебе скажу так, однозначно обмен будет, однозначно, рано или поздно. Это я тебе говорю 100%. Потому что я знаю, что Да та будет, сторона будет. уже, тем более тебя там осудили уже на 13 Да. лет, правильно? Да. У меня и приговор, это все я видел. Ну, ждем. Сейчас, я тебе сказала, говорят, большой обмен. Сейчас готовят. Вроде бы как вчера обменялись телами, вроде бы. Ну, это да, Не знаю, да. правда. Да, телами наконец-то начали меняться, это правда. После, вот, как 29-го был этот обмен, и вот перед ним как-то за неделю, за две был обмен тоже телами. Вот. А потом сразу поменяли, ну, Русь. Короче, я все сделаю, то, что от меня зависит. Не получится это, я буду долбить, ты же знаешь, я там их достану с-под земли. Просто ты видишь, вот что тебя повезли, и вот что там случилось. Потому что мне здесь все сказали. В части Богдан занимает твоим. Я понял. Богдан. Я понял. Ну все, короче, Руся, все будет нормально. Я тебе там письмо тоже передала. Малая сильно страдает. Ну. Очень страдает. В принципе, хорошо, что я на работе, потому что она бы расстроилась, понимаешь, очень сильно за это, за все. И, ну, как бы... Вот, она простроилась, понимаешь, и вот позже. Что еще тебе рассказать, спрашивай. Да все, что уже понятно. Русь, не плачь, мы тебя достанем. нормально. Что ты это, все будет нормально. Тем более, ты же говоришь, нормально относятся, нормально. Русь, ты просто не представляешь, сколько погибло уже людей, сколько наших знакомых. Это просто жизнь. Это просто Господь Бог. Да. Господь Бог. Он как раз и представляет. Он видел и рассказал нам. Послушайте это видео, он как раз таки и представляет. Да. Послушай, Отец мой, ангел-хранитель, тебя спас от этого всего, что ты сейчас не в этом аду, а там находишься, Русь. Ну да, далеко от семьи, нет связи, я это понимаю. Ну просто поверь, это лучше. Я тебе серьезно. Ну, пожалуйста, Русь. Да ну, нормально не все, надо. успокойся. А можно? Ты Пока я успокойтесь. делаю. Во-первых, А как у Да. вас там обстановка? Говорите, много погибло. У нас ребята просят пачками, понимаете? Я не знаю, число
району очень много. У нас в Тепличном, вот я живу в Луганске, у нас, не знаю, что просто уже несколько раз. А собирают людей дальше? Мобилизируют. Мобилизуют. Нет, сейчас как-то тишина. Сейчас нормально будет. Нет такого, что как раньше не ходили. И по улицам, ну как у нас в основном на кварталах там ловили их ребят. Ну тоже, не знаю, я лично не видела это, просто мне рассказывали. Ну а мужчин по улицам Нет, у нас на местах, на работе именно, да, сразу вот как началась операция, мобилизировали ребят наших, ну, сотрудников моих коллег, и все. Потом никого не забирали. То есть, ну, они не вернулись, ну, как на побывку, как бы их отпускали там на пару дней, но не вернулись пока еще на постоянно. Ну, А мужчин так и по так, улицам? этого нет. Мужчин по улицам много ходит или меньше? Ну, вы знаете, у нас в основном военные. Ну, ходят, много появилось. По сравнению как с первыми месяцами, ну, вообще машин не было, вообще. Мы с подружкой ездили домой на машине, просто, как вот это, знаете, час пик, когда машин дофига должно было быть, а мы одни едем по городу, ну и девчонки там кто водит. А сейчас очень много появилось машин, очень много загруженность, даже пробки утром есть, едем на работу. Не знаю я. Так, ну что же вы же понимаете, с чем это связано. Ну, понимаем. Вы Я успокоились. сильно просто, понимаете, не Все, могу договаривайте, я нахожусь. успокоился. Все, нашим привет тогда передай. Маме с папой скажи, что все нормально, все хорошо. Я тебя люблю, я тебя жду, все будет хорошо, я ребенка отправлю нашего на море, буду тебя ждать, я надеюсь, в следующем месяце на нашу годовщину, 10-летия, 11 числа уже, дай бог, ты будешь дома. Русь, ну до 45-летия 100%. Ну да. Не пи- Главное, знаешь, я сама, знаешь, как в шоке была, когда мне сказали, что тебя поменяли, а в итоге тебя не поменяли. Для меня это еще хуже было. Ну, видишь, выздоровел, ничего. Бог зажил, все нормально. Буду хромать только, да и все. Вот здесь шрам. Осколком. Я вижу шрам. А ноги что? Ну, нет, дырка, и он большой вокруг дырка. Да вы лучше на камеру покажите. Да там будет же. Нифига себе. Сломаны 4 ребра. Сломаны 4 ребра в почке, у вас в почке осколок. И нога прострелена. Кошмар, Руслан. Ну ты ходишь нормально? или Да, как? да, ну хромаю, а так нормально. А так нормально, жив-здоров. Русь, только вызволим тебя, все вылечим. Я тебе обещаю, все будет хорошо, не переживай. Ну все страшное прошло, жад прошел как таковой. Все у нас будет все по-новому, Руса. Господь Бог не зря сохранил тебя. Я тебе Ну это да. обещаю. Все будет, вот увидишь. Все будет Просто хорошо. потерпи. Спасибо большое вам, ребята, за... Все, я вас звонок. люблю пока. Рада была, и мы следим за вашими видео всеми. И посмотрим тебя, Руся. Я малой хоть покажу. Русь, я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Пожалуйста. Если хотите, добавьте еще от себя что-нибудь. Передайте. Так передавал. А, да? Чтобы пальцем, говорит, отрубил бы себе. Не, реально отрубил, я вам серьезно говорю. Так как я мясник, я знаю, где эти сухожилия где находятся, да и все. Сказать что-то вот именно такое пафосное не хочется. Нет, А именно сказать от себя, чтобы оно дошло. Можно было матом сказать, но нельзя же в эфире. Можно. Война, бля. Столько детей убила, бля.